В общем, задача этого видео показать, каким образом можно сделать хорошую фотографию, хорошую фотосессию, имея на руках только одну камеру, одну линзу и на быструю руку собранный образ. Для начала разберем главные темы данного ролика. Рассмотрим, почему важно для уличной съемки правильно выбрать время. Поговорим немного о выборе локации и о том, что нужно делать фотографу во время съемки. Также разберем моменты, связанные с позированием модели и выбором удачных ракурсов. Мы выбрали первую локацию. Мне нравится, как выглядит модель на вот этом фоне. Мы постараемся сделать здесь пару позировок, выберем ракурс, выберем наклон камеры, и я объясню, что модель должна делать для того, чтобы получить хорошую фотографию. Я объясняю модели, что на каждый ракурс я буду делать по 2-3 снимка с разным расположением камеры. Несколько кадров в вертикальной развертке и несколько в горизонтальной. Также прошу ее не менять позу, но на каждый щелчок камеры немного поменять наклон головы и перевести взгляд. Сделав несколько снимков, я меняю позицию. Смещаюсь сначала в одну сторону, потом в другую. И повторяю на каждой позиции все то же самое. Таким образом, мы получаем довольно большое количество кадров с одной позой модели, но из-за смены позиции фотографа они не похожи друг на друга. Все то же самое я повторяю, сменив ракурс. Опуская камеру и снимая от бедра, можно добавить другую атмосферу восприятия кадра. Это поможет вам разнообразить ваш стиль. Также важно не использовать серийный режим съемки. Каждая фотография должна быть со своим автофокусом. То есть каждый раз, каждое нажатие вы должны контролировать, и каждый раз вы должны фокусироваться по новой. Это позволит вам избавиться от кучи ненужных фотографий, которые будут абсолютно точно повторять друг друга. И если это неудачный кадр, то у вас получится 20 неудачных фотографий. Другой немаловажный аспект – это аксессуары. Мы взяли вот такие вот штуки на пальцы и сделали дома корону из обычных стяжек и цветов. Это очень сильно помогает в принципе в процессе съемки, так как модель может играться с этими аксессуарами, трогать их, и это очень сильно добавляет вариантов позировки для модели. Также не забывайте, что положить модель на пол либо на какую-нибудь поверхность тоже отличный вариант. В этом случае ваша задача попробовать сделать максимально много кадров со всех сторон и ракурсов. При возможности заберитесь повыше. Такая позиция поможет вам получить кадр с ровной перспективой, и пропорции лица будут не искажены. Задача модели в такой позе – использовать в основном руки. Попросите каждые несколько секунд менять позицию рук, касаясь разных частей лица и одежды. Не ошибкой также будет попросить закрыть глаза. Данные фотографии получатся оригинальные и интересные. Если приходится снимать против солнца, не забудьте использовать ND-фильтр. Еще важно не забывать время от времени обсуждать фотографию с моделью, так как она может подсказать новые идеи, изменить позировку, что хорошо отразится на фотографии. И последнее, на что важно обратить внимание, это время съемки. Старайтесь снимать на закате или на рассвете, так как в это время солнце не выжигает картинку и создает мягкий направленный свет. Пожалуй, на данный момент это все полезные советы. Если есть вопросы о съемке или обработке этих фотографий, задавайте, отвечу на них в комментариях.